Получить патент для работы в Москве несложно. В многофункциональный миграционный центр следует обращаться только лично. В своей деятельности ММЦ не взаимодействует с посредниками. Важно, перед подачей документов для оформления патента рекомендуем проверить наличие запрета на въезд в Россию на сайте Главного управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по городу Москве, или непосредственно в территориальных подразделениях ГУВМ России по городу Москве. Граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины. За патентом в ММЦ рекомендуется обратиться в течение 20 дней с даты въезда в Российскую Федерацию. Для обращения в ММЦ за патентом необходимо иметь следующие документы: паспорт, миграционную карту с отметкой «Работа» в графе «Цель визита», отрывная часть бланка уведомления о постановке на миграционный учет. Все остальные документы, необходимые для получения патента, вы можете оформить на территории ММЦ. Обращаем внимание, что гражданам Республики Узбекистан для оформления, переоформления патента необходимо предъявлять только биометрические паспорта, паспорта старого образца являются недействительными. В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 18 июля 2006 года номер 109 ФЗ о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, с 8 июля 2018 года, иностранные граждане подлежат постановке на миграционный учет: первое. По адресу жилого помещения, не являющегося местом жительства иностранного гражданина, в котором он фактически проживает. Второе. По адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, туристской базы, кемпинга или иного помещения, в которых иностранный гражданин фактически проживает, либо по адресу медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях и тому подобное. Третье. По адресу организации, в которой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую или иную незапрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных, строении, сооружении, в том числе временном. Документы для патента и стоимость услуг в миграционном центре Сахарова. Подготовка заявления, формирование и передача пакета документов на патент в УФГУ МВД РФ по городу Москве. Стоимость 4500 рублей. Пакет документов включает фотографию и дактилоскопическую карту. Дактилоскопирование, снятие отпечатков пальцев и фотографирование проводится на территории МЦ сотрудниками МВД. Медицинское освидетельствование, цена 4100 рублей. При прохождении медицинского освидетельствования иностранный гражданин получает медицинское заключение о наличии, об отсутствии инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, заключение врача-психиатра-нарколога, сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита человека, ВИЧ-инфекции. В Москве медицинские документы, необходимые для оформления или переоформления патента, выдаются только государственным бюджетным учреждением здравоохранения город Москвы. Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы, расположенным на территории миграционного центра. Рекомендуем до приезда в Российскую Федерацию пройти медицинское обследование, для того, чтобы исключить наличие заболевания. Телефон горячей линии медицинского центра, +7 495 850 44 12. Тестирование на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ, стоимость 900 рублей. Тестирование проходить не нужно, если предъявлен сертификат о владении русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, оригинал документа об окончании школы, училища, техникума или высшего учебного заведения на территории СССР до 1991 года, оригинал документа об окончании школы, училища, техникума или высшего учебного заведения на территории России после 1991 года. Оформление полиса добровольного медицинского страхования.
Средняя стоимость страхового полиса 4000 рублей. В миграционном центре вы сможете приобрести полис добровольного медицинского страхования, который обязан иметь каждый иностранный гражданин, претендующий на получение патента. В ГБУ миграционный центр принимаются договоры, полисы добровольного медицинского страхования, действующие на территории Российской Федерации на срок осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности, заключенные иностранными гражданами с любыми страховыми организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющими соответствующую лицензию, обеспечивающие оказание иностранным гражданам первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме. Перевод и заверение перевода паспорта, стоимость 600 рублей. Прием платежей за перечисленные выше услуги 100 рублей за один платеж. Итого общая стоимость всех услуг 14 600 рублей. Данная информация находится на официальном сайте миграционного центра Сахарова. Вы всегда можете ее проверить лично. Внимание! Остерегайтесь мошенников, предлагающих услуги по постановке на миграционный учет. Поддельная регистрация ведет к отказу в выдаче патента. При этом вновь обратиться за получением патента возможно будет только через год. Регистрация – это один из самых важных документов для мигрантов. С нее все начинается и ее подделка ведет к отказу. Иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, а равно постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, при нахождении в месте пребывания, не являющемся их местом жительства, подлежат постановке на учет по месту пребывания, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 статьи 20 Федерального закона. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания представляется в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации в течение 7 рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1-4 части 3, частями 4,1, 4,2 статьи 20 Федерального закона. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Если видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал Планета УЗ. Всем пока!